Всем привет и добро пожаловать! Я Ира. А я Наташа, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Ну что, Ира, Да. поздравляю. С чем? Наш... В смысле, с чем? Нашему подкасту исполняется 2 года, М, 7 сентября. И с этим я тебя и поздравляю. Большая работа проделана, Да, и проделывается, и будет проделана. да. Время прошло очень быстро, 2 года пролетели как один миг. Что ты думаешь по этому поводу? Я согласна. С одной стороны, кажется, что вот-вот мы только начали. Мгм. С другой стороны, я думаю, ты согласишься, что сейчас все намного понятнее, что мы делаем, как мы Да, это делаем. правда. Мы уже, как говорится, набили руку. То есть мы уже это вошло в нашу привычку записывать подкасты. Да, и вначале было сложно, когда у нас не было аудитории, были только мои ученики, Которым которым я платили могла. мы, чтобы они слушали наш подкаст. Нет, да, некоторые из моих учеников подписались очень-очень давно, и спасибо им большое, потому что они дали какой-то такой толчок, стимул продолжать. И сейчас, когда мы видим больше людей, конечно, это все намного приятнее и намного проще делать эти выпуски Да. и продолжать. Но все же Хорошо. нужно добавить, что мы начали с какой-то базы, потому что, как ты сказала, у тебя, были ученики, которые и стали нашими первыми патронами. Верно. И о том, как вообще зародилась идея этого проекта, о том, как мы с Ирой собрались, организовались, о том, как мы придумали название и как мы выбираем темы выпусков, Мгм. мы рассказывали в прошлом году, Да. когда исполнялось год проекту. И в этом выпуске мы хотим поговорить о других изменениях, которые произошли за этот 2 год. И их произошло достаточно много, Да. нужно сказать. Особенно большие изменения произошли, ну, вот совершенно недавно, наверное, месяц или 2 назад. Да, но об этом поговорим чуть позже. Давай сначала поговорим вообще о том, какие навыки нам необходимы, чтобы этот проект вообще существовал. Мгм. Ну, давай начнем с того, что главная, наверное, суперсила — это в том, что нам нужно, уметь монтировать, аудио или видео. Сейчас, конечно, это больше работа с видео. Да, и это значит не только вырезать какие-то части. Это значит убрать шум по Мгм. возможности, потому что, как мы говорили, мы живем в обычных квартирах, и жизнь вокруг кипит, жизнь вокруг идет, люди Особенно, делают. да, особенно кипит жизнь у наших соседей. Мы еще раз У нас подтвердили нет. стереотип о том, что соседи у всех шумные. Да, поэтому если вы сейчас сидите и ненавидите своих соседей за то, что они шумят, не Вы волнуйтесь, не одни это проблема такие. у всех, да, верно. И, конечно, когда у нас было только аудио, было легче вырезать какие-то части Мгм. из аудио. Когда у нас сейчас есть видео, это сложнее, но все, мы учимся, Всё да, все приходит под с опытом. контролем. Да. Да, да. Также необходимо уметь загружать эти аудио или видео на платформы, Мгм. потому что это не просто так вы сняли и выложили куда-то. Вам нужно знать, куда именно выкладывать, знать, как подписать, да, ключевые слова, Да. хэштеги, оптимизация и все остальное. Супер. И также нужно сделать обложку видео Мгм. теперь. Как ты думаешь, Ира, обложка видео важна? Да. Важна ли обложка видео? Думаю, что важна, потому что это как, представляет наш выпуск, о чем мы будем говорить в каком-то конкретном выпуске.
Но у нас не так много вариантов, что мы можем разместить на обложку Да. видео, потому что мы сидим за столом. Можно использовать разную мимику, жесты. Это максимум, что мы можем сделать. Да, верно. И знаешь ли ты, что такое кликбейт? Нет, понятия не имею. Кликбейт — это когда на обложку ставят какую-то картинку или пишут что-то провокационное, Мгм. которое вызывает очень много внимания, Да, и люди кликают, да, то есть нажимают, и видео оказывается не таким крутым, как да. это показано на обложке. И часто журналисты и блогеры тоже пользуются этим методом, чтобы привлечь внимание своей аудитории. Да, но максимум, что я делала для обложки, это твое декольте на передний план, Да, и это все, сто потому что процентов привлечет внимание аудитории. но я не могу что-то разместить, чего совсем не присутствует в видео, ни на картинке, ни в аудио, Мгм. поэтому, наверное, кликбейт — это не про нас, и в целом не про мой канал, потому что мне все таки кажется, что это какой-то вариант обмана, Да, да, согласна. ставить то, чего нет. И, кстати, тоже был комментарий, потому что наш подкаст везде подписан как от уровня B1 до уровня C2. Мгм. И был комментарий о том, что, может быть, B1 — это слишком низкий уровень для того, чтобы понимать наш подкаст, наши выпуски. И я хочу сказать, что доля правды в этом действительно есть, потому что вам нужен либо уверенный B1, либо уже B1, который на грани с B2. Но дело в том, что, во-первых, в зависимости от темы отличается вокабуляр, который мы Да, используем. И, во-вторых, к сожалению, многие люди не в состоянии, не могут адекватно определить свой уровень. И очень часто, например, на урок приходит ученик, который до урока, когда я спрашивала, какой у тебя уровень, он писал: ой, у меня А2, мгм, да. И он приходит на урок, и я понимаю, что там Б2, мгм. что там нет никакого А2. То есть особенно среди изучающих русский язык есть такая тенденция занижать свой уровень. Да, Поэтому, если вы понимаете 60% того, что происходит в наших выпусках, то все в порядке. это нормально. Бывает даже такое, что носители в каком-то тексте выделяют для себя новые слова, поэтому не знать стопроцентно, не понимать стопроцентно все слова — это абсолютно нормально. Это даже присуще высоким уровням. Так что не переживайте и слушайте нас. Да, и включайте субтитры, если вы смотрите нас на Ютубе. Да, Это теперь новая фича, поэтому фича. можно ей воспользоваться. Хорошо. Так, и да, субтитры у нас сейчас есть, и как раз про них я хотела поговорить, что да, смотреть видео и читать субтитры — это удобно, но наши патроны также получают документ, скрипт, PDF-документ, где расписаны все реплики, и это удобно для тех, кто привык работать с текстом, например, распечатать или открыть текст на планшете, что-то подчеркивать, выписывать, смотреть интересные выражения и формы. Очень удобно. И теперь давай перейдем к преимуществам. Давай обсудим то, что получают наши патроны. М, Ну, продолжим с Да. преимуществами. А то я тут говорила 5 минут до этого о Если преимуществах. вы не поняли, это были преимущества. Да. Да, что еще получают патроны? Это чат. У Мгм. нас есть закрытый чат в Телеграме. И мы понимаем, что у всех своя жизнь, и многие сразу, как только заходят в чат, сразу выключают звук в этом чате. Но и поэтому мы стараемся там не писать там каждый час, да, иногда там каждый день мы тоже там что-то Мгм. не пишем, чтобы не отвлекать, не надоедать, но там можно поделиться какими-то видео или там мы можем выбирать тему разговорного клуба, и это еще одна фича.
У нас есть разговорный клуб. Прежде чем мы перейдем к разговорному клубу, Наташа, объясни, пожалуйста, что такое фича? Это не баг. Что это? Ты не знаешь фразу такая «не баг, а фича»? Нет. Нужно, чтобы наши коллеги-айтишники сделали тебе курс. Да, В потому что общем, не знакома с этими словами. фича — это какая-то характеристика, которая очень удобная и полезная. Мгм. И на самом деле я использую именно это слово, потому что, мне кажется, характеристика, черта, она не отражает всей сути. Но я думаю, что мы всегда говорим фишка. В чем фишка? Фишка, Нет? но мне кажется, это уже очень старое слово, Возможно. миллениальское Да, я с этим полностью слово. согласна. Ну, еще, если более старое слово, наверное, изюминка. Изюминка, да. Моя Да, мама любит но употреблять это слово. вот, но фича это из IT-сферы, и я помню тоже, когда я только переехала в Москву, и на моей первой работе мне нужно было перевести письмо, которое писала наша компания партнерам, и там было как раз слово фича на Мгм. русском языке. Я, конечно, его не знала. Откуда? В педагогическом Да. университете не преподают слово фича по-русски. И я тогда подошла к нашему IT-директору, который как раз дал это задание, и я его спросила: «Дмитрий, что такое фича?» И объяснение было блестящим. Он мне сказал: «Ну, фича — это фича». Так же, как я сейчас не смогла сразу придумать, что это такое. Понятно. Да, в общем, еще одна опция, Мгм. которая доступна нашим патронам, это разговорный клуб. Мгм. И это изменение тоже произошло совсем недавно, в мае, по-моему, мы начали наши встречи. И как мы выбрали вообще время и формат, это в результате обсуждения, потому что мы спросили среди наших патронов, кто хочет поучаствовать, кто где живет, кому когда удобно, и мы выбрали время в субботу. Сейчас, по крайней мере, мы встречаемся по субботам в 15:00. И если у нас будет больше желающих участвовать в разговорном клубе, конечно, мы добавим какой-то еще один слот, может быть, даже два, кто знает. И тогда я думаю, что будет больше выбор, и будет, может быть, даже еще интереснее. Хотя сейчас мне очень нравится встреча нашего разговорного клуба. Расскажи, что мы там обсуждаем. В разговорном клубе мы вместе выбираем тему для обсуждения. Иногда обсуждаем российские фильмы, короткометражки, чтобы всем было удобно посмотреть и чтобы у всех нашлось время это сделать. И да, иногда патроны сами предлагают темы для обсуждения. Да, совершенно верно. И разговорный клуб, конечно, это потрясающая возможность не только пообщаться с нами, конечно. Такой Это бонус. потрясающая, да, потрясающая возможность преодолеть языковой барьер, вот этот страх Мгм. говорить на русском языке, потому что у нас, во-первых, вы не одни, да, это не на один там с учителем, Да. что может быть что может быть страшнее для некоторых. Во-вторых, есть люди с такой же целью, да, то есть мы как-то поддерживаем друг друга. Также это темы, которые уже обсуждались, например, в выпусках подкаста, и вы можете прослушать выпуск подкаста и выучить оттуда какие-то новые слова, или вспомнить слова, или повторить слова, и потом использовать их в разговорном клубе. Поэтому, мне кажется, это просто потрясающая идея. Да, самое, наверное, полезное это в том, что вы собираетесь с такими же людьми, как вы, которые только учат русский, и это прекрасный способ преодолеть языковой барьер.
У нас потрясающая компания, конечно. Я очень рада, что у нас такая компания собралась, потому что все умные, талантливые, у всех есть цель, у всех есть мотивация, поэтому мне очень нравятся эти встречи. Ну и давай немного в конце поговорим о наших ощущениях. Мгм. Какая твоя любимая часть подкаста? Наверное, любимая часть — это прям запись самого видео или аудио, потому что мы можем пошутить, а, поболтать во время подкаста, до или после. Да, и подумать о вещах, о которых мы обычно не думаем, может быть, даже. Да, Да. это самое Хорошо. интересное, наверное, поднимать темы, которые не часто встречаются в повседневной жизни. Верно. Но я с тобой соглашусь. Мне тоже больше всего нравится эта часть. Мы просто хорошо проводим время. Мгм. Иногда мы забываем, что мы пишем подкасты, мы просто разговариваем, и потом, да, надо объяснить это слово. И какая твоя самая нелюбимая часть? Любимая часть — это, наверное, редактирование текста, потому что, когда мы писали аудио, это было гораздо сложнее, так как приходилось останавливать практически на каждом слове и дописывать слова. И когда мы говорим в реальной жизни, то есть очень часто мы теряем изначальную мысль, и получается, что мы говорим вот такими огромными предложениями, в которых нету конечной мысли. Да, и когда это говоришь, ты не замечаешь, Да, но когда это пытаешься зафиксировать на письме, да. это все видно Мгм. сразу. Я с тобой согласна, но моя часть нелюбимая — это именно редактирование видео или аудио, потому что, ну, это просто очень долго, Мгм. да. Но ничего страшного, я готова потерпеть ради результата, потому что результат обычно мне нравится. Мгм. Ну и по поводу того, что мы теряем мысль, да, ам, сложно формулировать мысли очень часто красиво, хорошо, потому что, с одной стороны, мы думаем о том, что нужно все-таки подобрать какое-то слово, Да, да, подобрать какую-то грамматику. С другой стороны, все-таки мы хотим, чтобы этот подкаст отражал реальный разговор, как бы мы с тобой просто разговаривали. Да, скорость немного ниже. мгм. Но из-за того, что все вот эти вот процессы, какое слово подобрать, что сказать дальше, а как я выгляжу, а точно камера пишет, а точно микрофон пишет, из-за всего этого очень часто получается м, э, и так далее. Поэтому, но мы будем над этим работать, и в принципе этот подкаст дает нам замечательную возможность практиковаться в этом и улучшать эти навыки. Да. Поэтому мы рады, что это вас не останавливает, и вы продолжаете нас слушать. Хорошо. Ну и давай пожелаем что-нибудь нашему подкасту. Я пожелаю нашему подкасту приобрести еще больше прекрасных людей. Это могут быть как просто слушатели, или комментаторы, или патроны, кто угодно. И я желаю тем людям, которые сейчас думают, ах, вот бы найти идеальный подкаст на русском языке, найти наш подкаст. Да, я бы пожелала, чтобы наш подкаст процветал, чтобы у него было больше патронов и больше людей, которые захотят нас поддержать. Звучит прекрасно. Вопроса недели на этой неделе нет, поэтому мы просто попросим вас, если вы хотите, написать свои пожелания нашему подкасту. И, как всегда, благодарим вас за прослушивание этого выпуска. Спасибо, что прослушали и просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока! Пока-пока.